Робин Гуд 21 века, каким он мог бы быть? Вместо шервудского леса орудовал в охраняемом жилом комплексе Флориды. Вместо коня колесил по улицам города на шикарном Мерседесе. Но что осталось бы неизменным, так это помощь тем, кому в жизни повезло намного меньше. И так продолжалось бы до одного ужасного дня, когда отлаженная схема дала сбой. Эта история начинается 8 сентября 2014 года во Флориде. Предыдущим вечером супруги Наньяо и Джилл Су вернулись из поездки в Малайзию, где Наньяо читал лекции. Утром профессор-энтомолог смахнул с себя усталость после перелета и поехал на работу в университет Флориды. Джилл позволила себе поспать чуть подольше, но встала к 9:30, когда ее сын, 20-летний Джастин, тоже уехал из дома. Вскоре после полудня Джастину позвонил отец. Он уточнил, дома ли молодой человек. Тот ответил, что на работе. Отец позвонил ему, потому что увидел кое-что необычное на камере видеонаблюдения в доме. Он попросил сына вернуться и проверить, все ли нормально, потому что камеры вдруг перестали передавать изображение. Через 15 минут Джастин уже припарковал машину у дома, вошел через гараж, прошел мимо спящей в коридоре собаки и прежде всего проверил первую камеру возле кухни. Вот только камеры на месте не было, остался лишь болтающийся кабель, к которому она когда-то была подключена. Джастин знал, что в доме кроме матери никого не было и не понимал, зачем она сломала камеру. С камерой в гостиной оказалось то же самое. Молодой человек прошел в свою комнату и сразу заметил, что кто-то рылся в его вещах. Джастин, охотник и дайвер, коллекционировал ножи, некоторых не доставало. Он услышал звук льющейся воды в ванной комнате родителей и пошел туда. Ванна была до краев наполнена водой и кровью. Тело его матери плавало в воде лицом вниз. Джастин сразу подумал об отце и позвонил ему. Наньяо велел сыну связаться со службой спасения. Джастин послушался. Он сообщил оператору, что его мать что-то с собой сделала. На тот момент это было самое рациональное объяснение тому, что он видел. Но вытащив маму из воды, он осознал, что понял все не так. Ее руки и ноги были связаны, а тело покрывали многочисленные раны. Все еще оставаясь на линии с оператором, Джастин заявил, что произошло убийство. Примчавшийся домой Наньяо хотел обнять и успокоить сына, у которого началась истерика, но офицеры ему не позволили. Наньяо не осознавал этого, но это был первый признак того, что полиция рассматривала его сына в качестве подозреваемого. Дело в том, что у входной двери валялся складной нож Джастина. Еще один охотничий нож, подарок сыну от матери, стал орудием убийства. Его полиция нашла на дне ванны. Туда же преступник бросил панель аварийной сигнализации. С собой он забрал 2 камеры видеонаблюдения. Также было очевидно, что в вещах семьи рылись, а в стеклянной задней двери дома зияло отверстие размером с дверцу для собак. Но следователи были уверены, что это не ограбление, пошедшее не по плану, а постановка, причем дилетантская, потому что отверстие им казалось слишком маленьким, чтобы в него пролез взрослый человек, да и кроме камер преступник ничего не унес с собой. Полиция полагала, что преступление произошло в приступе ярости. Обычно, когда грабитель врывается в дом, он не заканчивает тем, что наносит жертве больше 20 ударов ножом. Пришло время детективам поближе познакомиться с семьей жертвы. Наньяо и Джилл встретились в Японии, куда она приехала студенткой по обмену, а он работал преподавателем. Затем Наньяо отправился в США получать докторскую степень, а девушка продолжила путешествие по Юго-Восточной Азии. Примерно через 2 года он получил от нее открытку и был очень тронут, когда узнал, что она в Таиланде и в качестве волонтера помогала беженцам из Камбоджи. Когда девушка вернулась в Америку, пара поженилась и удочерила маленькую Аманду. Через 3 года в семье появился Джастин. Джилл не только оставалась прекрасной матерью своим детям, но и находила силы и время на волонтерскую деятельность. Она начитывала на диктофон книги и журналы для людей с проблемами зрения. Ни у кого не возникало сомнений в том, что члены семьи Су очень любили друг друга, но в последние месяцы возникло напряжение из-за того, что Джастин бросил вуз, и это, конечно же, не нравилось его родителям.
Однако полицию гораздо больше заинтересовало то, что Джилл Су в девичестве носила фамилию Халлибертон. Эрл Халлибертон когда-то был одним из самых богатых людей страны, сделавший состояние на нефти, точнее на обслуживании нефтяных месторождений. Когда Эрл умер, состояние распределили между всеми членами семьи, но родственников у магната оказалось так много, что Джилл, Аманда и Джастин не получили почти ничего. Термиты, а не нефть, оплачивали счета семьи Су. 30 лет назад Наньяо придумал ловушку для термитов, которая широко используется и сегодня, и именно это позволило его семье жить с комфортом. Конечно, после смерти Джилл ее доля наследства отходила мужу, но он и сам считался вполне состоятельным мужчиной, а все друзья Джилл и Наньяо утверждали, что семья жила в любви и согласии. Всего через несколько часов после того, как сын нашел мать жестоко убитой, Джастин сидел на допросе в участке. Следователей смущали несколько моментов его истории. Во-первых, как он мог сразу не понять, что это убийство, учитывая количество ран, нанесенных Джилл? Во-вторых, орудие убийства, нож, принадлежал Джастину. Грабитель схватил бы первый попавшийся кухонный нож. Джастин показал, что на его теле нет следов борьбы, покорно отвечал на все вопросы и не просил предоставить адвоката. Он рассказал детективам, что около 9:30 поехал на работу, затем вернулся домой примерно в 12:30 после того, как ему позвонил отец. Поначалу офицеры были спокойны и деликатны с парнем, но тон допроса быстро изменился и стал обвиняющим, особенно после того, как Джастина дважды поймали на лжи. Отцу по телефону он сказал, что он на работе. Полиции заявил, что был в библиотеке общественного колледжа, где учился. Но это была неправда. Он признался, что спал в машине на парковке колледжа. Молодой человек пояснил, что волновался, как отец отнесется к тому, что он спит в машине, вместо того, чтобы учиться или работать. Поэтому солгал. Затем Джастин заявил, что, выходя из машины, прихватил с собой еще один нож, а потом вернул его на место. То есть, обнаружив мать в ванне, он пошел и положил нож в машину. Это, конечно же, была чушь, и под давлением Джастин сознался, что солгал снова. Никакой нож он с собой просто не брал. Но на чем Джастин настаивал с первой секунды, так это на том, что к ним проник взломщик, который не ожидал столкнуться с хозяйкой дома. В перерывах между допросами, когда следователи консультировались с криминалистами по поводу улик, Джастин бегал по комнате, кричал, плакал и просил выпустить его. Please let me out. Очевидно, он был в шоке и не мог успокоиться. Находясь в соседней комнате, Наньяо слышал, в какой агонии пребывает его сын, но ничего не мог поделать, потому что пришла его очередь отвечать на вопросы, ведь именно он поднял тревогу в тот день. Наньяо рассказал, что около 12:15 решил проверить камеры видеонаблюдения в доме. Неожиданно он увидел какого-то незнакомца. Это было не больше, чем секундное видение, промелькнувшая фигура. Незнакомец в маске быстро прошел к кухонному уголку. Как только он исчез из виду, пропало и изображение с камеры. Наньяо подумал, что это может быть его сын. Дело в том, что Джастин иногда специально блокировал чем-то камеры, чтобы отец не мог ничего разглядеть, когда к нему приходили друзья, как он сделал пару дней назад, когда родители были в Малайзии. Но Джастин сказал отцу, что он на работе. С учетом того, что Джилл не отвечала на звонки, мужчина разволновался и попросил сына поехать домой. Он пояснил, что по сути видел только глаза незнакомца. Наньяо описал его как высокого и худощавого молодого человека, на что детективы не преминули заметить, что его сын высокий, худощавый и молодой парень. Следователи явно задумали настроить отца и сына друг против друга. Отцу указали на то, что Джастин похож на его описание. Джастину сказали, что отец подозревает его в убийстве. Но если молодой человек был на взводе и уже не знал, во что верить, Наньяо не купился ни на секунду. Впрочем, какую бы тактику следователи не выбирали, они всегда возвращались к тому, чтобы просто давить на парня в течение изнурительных 11 часов.
Но Джастин клялся в невиновности, просил проверить его на полиграфе и твердил, что они придут к нему извиниться, когда раскроют дело. When you guys find out you're wrong, I hope you come and say sorry to me, man, or something. Если и существовало что-то, что могло помочь молодому человеку, так это изображение незнакомца, которое видел его отец. Но загвоздка оказалась в том, что семья согласилась на 2-недельный пробный период, в течение которого видео с их камер будут записываться, и этот период закончился как раз за 2 дня до преступления. Так как супруги были в Малайзии и, вероятно, забыли продлить действие этой услуги, записей попросту не было. То есть Наньяо видел изображение в реальном времени, и когда изображение пропало, пропало оно навсегда. Однако другие детективы просматривали видеокамер наблюдения возле въезда на территорию охраняемого жилого комплекса, где жила семья. Они подтвердили, что Джастин уехал ровно в 9:15 и в следующий раз появился только через 3 часа, когда молодой человек вернулся домой по просьбе отца. То есть убийство произошло, пока Джастина не было дома. После долгих часов обвинений и давления в полицейском участке перед парнем просто открыли дверь и позволили поехать домой. За дверью его уже ждал отец, который, как мог, пытался успокоить сына. В отличие от полицейских, он ни на минуту не верил в его виновность. В любом случае, Джастин предоставил полиции зацепку, открывшую совершенно новое направление расследования. За 2 дня до того, как родители вернулись из Малайзии, Джастин устроил вечеринку. Компания собралась не очень большая, 20-25 человек в возрасте около 20 лет, но теперь список людей, которых нужно было допросить, существенно вырос. Всех их пригласили в участок и взяли ДНК и отпечатки. Никто не возражал, к тому моменту все уже знали, что произошло с матерью Джастина и были рады помочь. Они подтвердили, что знали о камерах, потому что Джастин их предупредил и попросил вести себя прилично. Почти все гости были его старыми приятелями, но не все. Ребята посоветовали полиции обратить внимание на одного парня с плохой репутацией, у которого уже возникали проблемы с законом. Когда к нему приехали офицеры, он признался, что ждал их. Он подтвердил, что его арестовывали, но за запрещенные вещества, а не ограбление. Его ДНК уже была в базе, так что у него не возникло проблем с тем, чтобы предоставить ее еще раз. У молодого человека оказалось алиби, а на теле не было царапин или ссадин. В целом, следователи поговорили примерно с 3 десятками человек, и кроме этого парня ни у кого не было приводов в полицию. Создавалось ощущение, что расследование не двигалось с места, но это было не так. Все это время криминалисты занимались сравнением ДНК на месте преступления, и через 9 дней расследования из лаборатории пришла новость. Они получили совпадение, тут им невероятно повезло, имя подозреваемого оказалось в базе. ДНК принадлежала 20-летнему Дайонте Резилесу. Детективы задумались, не была ли у Дайонте вполне невинная причина быть в доме. Может быть, он знал Джастина, который был его одногодкой. Детектив позвонил Джастину и перечислил 3 имени. 2 из них были выдуманными, чтобы проверить его, он не узнал ни одно, включая Дайонте. Дайонте вырос и жил неподалеку от дома семьи Су. Только его мама воспитывала детей сама и получала минимальную заработную плату. Дайонте отлично учился в школе, рос на удивление начитанным, и его любили учителя. Но к подростковому возрасту скучные уроки ему надоели, и он связался с плохой компанией. К 18 годам его уже 8 раз арестовывали, в основном за ограбление. И то, как он это проделывал, звучало знакомо для детективов. Он арендовал дорогие машины и маскировался, чтобы объяснить свое присутствие в богатом районе. Как-то раз его задержали, когда он ехал на дорогом автомобиле Mercedes-Benz, при этом был одет в спецодежду для строителей. Дайонте выбирал шикарные особняки, расположенные на охраняемой территории неподалеку от воды. Проникал в дом через отверстия в задние стеклянные двери и при возможности сразу выводил из строя камеры наблюдения. Но он не нападал на владельцев домов. Если ему казалось, что дома кто-то есть, он сбегал. В районе, где он жил, Дайонте любили и считали, что он благородный Робин Гуд. Он щедро делился награбленным и оплачивал счета других за электричество и аренду.
Мог потратить $1000 за раз на подгузники и еду для одиноких матерей. Вероятно, поэтому никто не верил или не хотел верить в то, что он способен на убийство. Наступило 15 июля 2016 года. Прошло почти 2 года после убийства Джилл. Все началось как очередной день слушаний в суде, но закончилось все совсем не как обычно. Внезапно заключенный, обвиняемый в убийстве первой степени, закованный в наручники и кандалы, сбежал из переполненного зала суда. Этим заключенным, конечно же, оказался Дейонте Резилес. Как он это провернул? Когда следователи прослушали записи звонков заключенного, они поняли, что их провели подростки. Утром того дня все было подготовлено. Самым главным оказалось заполучить ключ от наручников. Дейонте надорвал тюремную робу, чтобы было легче бежать, а под нее одел обычную одежду. Когда его подвели к залу суда в наручниках и кандалах, другой заключенный закрыл его собой и снял цепочку с пояса, позволив рукам Дейонте двигаться. Он вошел в зал суда первым в шеренге заключенных, ожидающих рассмотрения их дел. Расстегнув наручники, он ждал, когда будут готовы его сообщники. В зале суда находились его двоюродные братья, близнецы, ставшие глазами и ушами Дейонте. Как только подъехала машина, один близнец просигналил другому, тот Дейонте. Когда в зал вводили новых заключенных, парень просто вскочил и побежал. Выскочив за дверь, он сбросил тюремную робу и, точно зная дорогу, которую ему, конечно же, описали сообщники, выбежал из здания к ожидавшей его машине. Прошли 2, 3, 4 дня. Беглец все ускользал от офицеров, и награда за его поимку выросла до $50 000. Его родные и друзья не стремились помогать полиции, наоборот, они не верили в его виновность и покрывали как могли. Люди не понимали, как грабитель, который боялся сталкиваться с хозяевами дома, быстро эволюционировал до убийцы, связавшего женщину и нанесшего ей больше 20 ударов ножом. И все же кто-то решил сдать Дейонте и сообщил, что он скрывается в мотеле. Через 6 дней после побега Дейонте Резилеса схватили. Он не оказал никакого сопротивления. В последующие месяцы 8 друзей, которые помогли Дейонте сбежать, были схвачены и обвинены. Сам Дейонте после ареста написал письмо судье, с чего заседания сбежал и извинился за побег. Он объяснил, что должен был освободиться, чтобы найти доказательства своей невиновности. Хотя, когда его арестовали, он просто сидел в мотеле, общался с друзьями и посещал сайты для взрослых. Суд начался в 2021 году, и, как все в этой истории, закончился невероятным поворотом. Сторона обвинения была уверена в деле, потому что Дейонте никак не мог объяснить наличие его ДНК на 3 самых важных элементах преступления – на ремне, которым связали жертву, на одном из ножей и на задней двери. Версия напрашивалась сама собой. Дейонте проник в дом с целью грабежа, внезапно столкнулся с хозяйкой дома. Завязалась борьба. В какой-то момент женщина попыталась выбежать на улицу через переднюю дверь. Как рассказала свидетельница, был полдень, когда она услышала крик со стороны дома соседей. Она успела заметить какой-то объект у передней двери, который резко дернулся назад. Женщина решила, что это собака, но следователи и обвинитель полагают, это была Джилл, вскрикнувшая, когда Дейонте втащил ее обратно в дом. После этого он, должно быть, ударил ее рукоятью ножа Джастина, так как острый выступ на орудии убийства точно соответствует травме на голове Джилл. Когда женщина потеряла сознание, преступник отнес ее в ванную, связал и нанес удары ножом. Несмотря на то, что детективы поначалу решили, что преступник хотел создать видимость ограбления, на самом деле улики точно соответствуют прерванному грабежу. Также не в пользу Дейонте говорили побег из зала суда и то, что после повторного ареста он пытался уговорить друзей предоставить ему алиби. Дейонте подкупил тюремного надзирателя, чтобы получить телефон, то есть думал, что подкупил. Все его звонки, конечно же, фиксировала полиция. Обвиняемый просил солгать ради него, сказать, что он был в Джорджии в день убийства, хотя даже телефонные данные Дейонте показали, что он был во Флориде. Больше того, он пытался найти объяснение самой главной улики обвинения и попросил друга солгать о ДНК, притвориться, что некто подрался с Дейонте, порезал его и взял его кровь, чтобы оставить на месте преступления. Парень продумал и то, что обвинить в этом нужно человека, которого уже нет в живых, чтобы его нельзя было допросить.
Но чего он не знал, так это того, что криминалисты не находили его кровь на месте преступления, а ДНК изъяли из других его биологических материалов. Казалось бы, улики были неопровержимые, но присяжные совещались 5 дней и признали Дейонте виновным в причинении смерти по неосторожности, а не убийстве первой степени, в котором его обвинили. Это был удар для семьи Джилл, но таково решение присяжных. Или нет? Судья начал по очереди спрашивать каждого члена жюри, согласен ли он или она с вынесенным вердиктом. Это обычная процедура на суде. Поэтому таким неожиданным стал ответ одной из присяжных. Она ответила «нет». Позже она объяснила свое решение. Когда присяжные совещались, они не могли закрыть глаза на улики против Дейонте. Но 3 человека были против того, чтобы обвинить приятного молодого человека в убийстве первой степени. Они спорили и, наконец, пошли на компромисс и сошлись на причинении смерти по неосторожности. Однако, когда в зале суда она увидела реакцию адвокатов, которые хлопали обвиняемого по спине, улыбались, хихикали и поздравляли друг друга с победой, женщина заявила, что не согласна с вердиктом. По ее мнению, Дейонте заслуживал более серьезного наказания. Итак, первый судебный процесс закончился без вынесения приговора. Через несколько месяцев прошло повторное заседание с новыми присяжными, и на этот раз обвиняемого признали виновным в убийстве первой степени. Причинение смерти по неосторожности означало, что Дейонте проведет в тюрьме максимум 15 лет. За убийство первой степени ему грозила смертная казнь или пожизненное заключение. Семья жертвы попросила обвинителей отказаться от казни, потому что этого бы не хотела Джилл. Дейонте приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Это дело было необычным с самого начала и до конца. Полицейские утверждают, что их задача – выступать в качестве голоса жертвы. Но кажется, они не продумали это заявление, ведь мать Джастина вряд ли хотела бы обвинить сына в ее убийстве. Самое ужасное, что действия полиции были использованы адвокатами Дейонте. Для них Джастин стал идеальным альтернативным подозреваемым. Якобы они с матерью поругались, и сын убил ее своим ножом. Детективы давили, наседали на Джастина, надеясь записать признание, но зафиксировали лишь яростные ложные нападки на молодого человека, которые стали проблемой для обвинения. Но самым удивительным в этом деле было то, насколько успешно Дейонте манипулировал людьми. В целом он подбил на незаконные действия 16 человек, которые помогли ему сбежать и сфабриковать алиби, включая 3 молодых женщин, каждая из которых считала себя его девушкой. Многие до сих пор не верят в его виновность, полагая, что полиция нашла козла отпущения, и Дейонте никогда не проявил бы такую жестокость. Сейчас молодой человек сидит в тюрьме и надеется, что своим освобождением будет обязан не апелляцией или образцовому поведению, а Ким Кардашьян, которая в частности известна своими кампаниями по освобождению заключенных. И это отличный показатель того, что Дейонте вряд ли когда-нибудь выйдет на свободу.